Позвольте вас познакомить со спонсором данного ролика PolitKing. Это военно-политический сервер Minecraft. На сервере можно делать страны разных эпох, создавать альянсы или объявлять войны. И понятное дело, что политика абсолютно везде. Добавок вам не дадут заскучать уникальные системы, вроде выбора религии, прокачки умений персонажа, системы ачивок, оружия и транспорт. Фишкой этого сервера является совместимость с мобильными устройствами, так что ты можешь играть как с компьютера, так и с телефона. На этом сервере ты можешь как создать торговый городок, так и начать тотальную войну. Да и в целом ты вправе решать, что будет завтра, ведь все зависит только от тебя. Все ссылки и подробную информацию ты найдешь в описании. Сегодня мы с вами погрузимся в партию за Германию по пути Народного фронта. New Ways наконец-то обновили, и здесь вполне себе интересно выглядит Германия. Сейчас у нее есть немало путей, как исторический, так и ряд альтернативных. Не просто нейтралитет и демократия, как раньше, а еще и коммунизм, так и Черный фронт. Возможно, мы в будущем сыграем и за Черный фронт, но сейчас погрузимся в партию Тельмана, коммунизма, ну или же Народного фронта Германии. Не такое, конечно, большое древо, но у нас тяжелый этап в скором времени противостоит свержение Гитлера, после которого мы сначала разобьемся на две стандартные страны, на нейтралов и на фашистов, а потом появится Черный фронт и Красный фронт. То есть у нас тут 4 страны будут друг с другом бодаться за власть в Германии. И мы сами будем за одну из самых слабых сторон. Но стартуем мы с национальным духом горечь поражения, расовым законом, соперничеством между СС и вермахтом, политической автономией вермахта и векселями. Но через 56 дней у нас векселя уберутся, стапка уйдет в никуда и начнется гражданка. Кроме того, когда мы будем переходить либо за Черный фронт, либо в нашем случае за Народный фронт, вся промка будет уходить в никуда, и нам придется заново все это добро производить. Что ж, таков наш путь к Красной революции в Германии. Начинаем. Первый важный для нас сами фокус – это судьба Тельмана. Мы можем его просто выдворить из страны, и в будущем он, конечно же, может вернуться и править нашей Красной Германией, либо же не пойти на уступки и оставить его в тюрьме. Мы же сами пойдем на уступки и заодно получим небольшую поддержку коммунизма. Так, у нас тут мировые события о том, что Народный фронт побеждает в Испании, и следом офицеры вермахта бросают вызов Гитлеру. А стабильности у нас вообще нет, она нулевая. Германию охватила гражданка, ну и, собственно, наши войска распределяем, ставим генералов и отправляем бодаться. Со старта есть смысл, на самом деле, продавливать за Германию, даже за нейтральную. Это нам будет давать свои плюсы. Мы можем часть дивизии, во-первых, фашистская Германия победить, так и просто отодвинуть фронт, чтобы потом было проще нашим самим коммунистам. Что ж, вставляем агрессивный план, и пока мы сами не берем никакой фокус, мы можем пойти по безопасности нового государства, но это путь нейтралитета, демократии или же кайзера, нам это не нужно. Мы будем ждать ивентов. Сначала у нас вроде Черный фронт должен восстать, и мы будем выбирать на его сторону переметнуться или остаться, а потом уже ивент будет на Красный фронт. А сейчас пока погнали в захваты, понадеюсь, как можно глубже зайти. Вот он, первый раскол в партии. Нам не интересны другие виды нацизма. Собственно, при таком раскладе мы останемся с вами за нейтралов, либо же мы можем присоединиться к этому движению, у нас, видишь, государство изменится на Черный фронт. Но нам не интересны другие виды. Бах! И у нас теперь здесь появился, как видите, Черный фронт Штрассера. Мы же с вами за это время в Тюрингию пробили, сейчас вообще прекрасное время, чтобы агрессивный план выполнить и как можно больше продавить, чтобы соединиться сейчас еще и с Черным фронтом. Дабы здесь у нас были границы, они друг с дружкой прям стояли, отвлекались, и мы потом смогли сами спокойненько за коммунистов восстать. Единственная проблема, что на севере мы до сих пор не пробились, а на севере у нас тоже будет восстание, было бы неплохо все-таки попридержать. Ну ладно. Восстание Народного фронта наконец-таки случилось, и это наверняка дело рук Москвы. Мы против коммунистов опять же начнем сражаться, либо же Рот фронт, мы сменим страну на Красный фронт, что, собственно говоря, нам и нужно. Выбираем, и 24 марта 1936 года посмотрите на нашу новую державу. Самое приятное, что мы как бы не имеем никаких изменений в политике, нами правит Народный совет, у нас нет производства вообще, ни капельки оно не сохраняется, все заново приходится ставить, у нас нет никаких ресурсов, и со старта у нас армия всего в 14 дивизий, что как бы мало, потому что у наших противников в среднем где-то по 30-40 есть.
А мы тут так с своими 14 дивизиями кое-как будем пытаться и бодаться. Добавок этого у нас модификатор на отсутствие командования, дебафы на получаемый опыт, на фактор планирования. Так что мы доктрины-то особо сами и не прокачаем. Ну и по фокусам, да, где Тельман, давайте-ка найдем его, чтобы он начал наконец-то править нашей страной. А здесь мы можем аккуратненько вот так вот выйти и немножко соединиться со всем этим делом. А нашу же армию, в которую, кстати, 2 моторизации дали, давайте-ка отправим вперед. Можно попытаться Эссен забрать Кёльн, Дортмунд пробиться, до Франкфурта дойти. Ну и в целом понемножечку так двигаться, пытаясь все-таки захватить как можно больше земель. Ну и да, еще один очередной минус, у нас вообще нулевые исследования, то есть они сбросились. Старта уже прошло немало времени, у других немцев исследования почти подойдут, а мы с вами с нуля их поднимаем. Но что поделать, таков наш путь. Ну и давайте стройки тоже запустим, военные заводы, наверное, не повредят. Погнали теперь вперед. На максимальной скорости немец сразу же, смотри, прекращает атаки. Ну, тот немец, за которого мы были раньше. Здесь же у нас потихонечку идут вперед. От советов принимаем помощь. Ну и давай агрессивный план выполнения. По поводу генерала, у нас все только генералы. Можете полюбоваться ими. Давайте, наверное, Паулюса поставим руководить нашей армией. Весьма интересный выбор. Так, теперь можем наконец-таки убрать эту линию фронта, поставить ее нормальной и приказать им идти дальше. Удобно, что временное военное правительство мы уже почти капитулировали, кстати, с вами, притом так быстро. Я не ожидал этого, но оно уже почти готово пасть. Нам это в какой-то степени в плюс идет. Тогда мы сможем немало территорий забрать, пробившись вглубь. Давайте здесь тоже будем забирать победные территории. Правда, проблема в том, что... Правда, проблема от того, что мы забираем, это растет повреждение заводов. Да, у нас промки-то особо не добавляются. Они вроде бы с одной стороны есть, а с другой нет. И да, наконец-то. Мы прям моментально с вами за 5 дней разобрались с той страной, за которую только что сами были. Такое тоже бывает, окей. Полетели теперь вглубь. Мы с вами готовы заходить дальше. И у нас, кстати, есть какие-то решения. На демобилизацию экономики. Нас это особо не интересует. На истребители тоже. Ладно, давайте двигаться вперед. Давайте машинки вперед, вперед, вперед. Забирайте Франкфурт, другие победные территории. Мы так-то Германию можем достаточно быстро капитулировать сейчас. Запускаем время на максимум, чтобы они успели как можно больше территорий забрать и долго не ждать. Ну и меня на самом деле немного пугает противостояние уже потом с Черным фронтом. У него очень много дивизий. И тут небольшой вопрос, а сможем ли мы? Но, знаете ли, у нас нет права не смочь. Мы должны нашу революцию все-таки привести к успеху. Видите, раз за разом у нас все повреждаются и повреждаются новые здания. Здесь давайте-ка сделаем котел. Хорош. Теперь здесь окружен противник. Можем одну дивизию спокойненько закрыть. Так, на севере нас окружили. Вот это я, кстати, зря допустил. Дивизии сейчас терять вообще не хотелось бы, но... Нам здесь особо-то ничего не светит, да? Можем, конечно, попытаться сюда пробиться, 10 победных очков получить. И больше-то я особо не вижу нигде мест, чтобы прям пробиться и победу, да, сейчас одержать. Магденбург, если пустят, будет хорошо, только разве что. Так, Тельман. Готов. Возвращение международного героя. Нами теперь он правит, стапку, поддержку дает. И мы можем двинуться дальше по фокусам. Тактика Народного фронта. У нас сами дебаф уменьшит поддержку от мирового сообщества. О, мы, кстати, получим по 3 по 3. 6 дивизий, да, получим. Давай тогда поддержку от мирового сообщества. При первом фокусе он 21 день всего будет. И войска будут убраны после гражданки. Это вообще не страшно, пускай убираются. Они нам в основном-то нужны так, чтобы сейчас прям подсобить. Ну и Германия еще держится, 7% остается. Лично от советов наконец-то дивизия добровольцев пришла. Здесь сейчас забираем победную территорию. Еще взяли где-то победную. Здесь взяли победную территорию. Ну-ка, немцы. Еще не сдаются. Не поверите, они еще держатся. Хотя мы тут уже и забрали немало победных территорий, но они еще не хотят сдаваться. Ладно, тогда нам надо, видимо, вот здесь прорываться к Берлину. Бежать, но у нас что-то в центре вообще никого нет. Так, успели здесь прикрыть. Давай-ка закроем эту дивизию. У нас очень долго с этой расправляются. И ох, какая жара-то пошла, посмотри. Сейчас могут так-то нас тут еще и прикрыть. То, что я слишком тороплюсь, конечно, не очень-то в плюс нам идет.
И я надеюсь, успею спасти эту дивизию. Да, успел. Все хорошо. Здесь тоже все нормально, котлов нет. Ну и по производству, да, 5 военных заводов. Очень и очень много, знаете ли. Так, хорош. Здесь контроль есть. Давайте уже с этой дивизией, да, разбирайтесь, пожалуйста. Как же они долго с одной дивизией бодались. Так, здесь Магденбург. Отлично, он освободил. Надо было пораньше бой прекратить. Он наш, и у немцев остается 4%. А бои за Берлин-то уже идут, так что можно было бы, конечно, постоять и ничего здесь не предпринимать. Но давайте все-таки продвинемся вглубь. Ага, пытается меня выдавить. Давай здесь тоже котел, и он под Ганновером уже стоит. Ух. А, Ганновер забрал все-таки. Эх ты ж, зараза-то такая. Все-таки очень широкий фронт. Дивизии не хватает на него. Еще один котел. Ух. Я надеюсь, что... А, все, вышли из котла. Я надеюсь, что Берлин-то они возьмут рано или поздно. Так, ну и здесь давай-ка в Ганновер. Отлично. Поддержка от мирового сообщества готова. Нам закинули 6 дивизий. Спасибо, они сейчас очень нужны. Можем еще раз. И здесь просто шансы на людские ресурсы или вообще что ничего не дадут, поэтому смысла я в этом не вижу. Давай, наверное, лучше стабилизируем фронт. Укрепленный случай, что получим. Мало ли нам сейчас придется где-то страдать. Так, здесь дивизия закрыта, это хорошо. И, наверное, стоит убрать вот эту троечку. Кто у нас там теперь без дела? Ты без дела. И вроде как вот эта вот дивизия без дела, но мы ее сейчас вернем на фронт. Отлично. Ганновер сейчас забираем. Лондонское морское соглашение. И у нас с вами остается 4%. И, как я понимаю, добить их можно только вот здесь, в Берлине, Росток, если забрать. Но у нас там просто даже дивизии нет. Поэтому пока придется просто подхватывать вот эти вот земли и спасти свою дивизию, которую в котел взяли. Успел, фух. Вот если бы сейчас победили, было бы, конечно, неприятно. Здесь давай Веймер забираем. И Германия, скорее всего, сейчас должна капнуть. У нее прям остается чуть-чуть, 33-30. Нет, еще жива, хорошо. Мы где-нибудь можем до победных быстро добраться? К сожалению, нет. Да и советы как-то закрывают просто пустые профки. Ну ладно, и на том им спасибо, что хотя бы там почищают. Так, все, 33-32. Сейчас, видимо, будем ждать шагов от Черного фронта, а пока выставим сами планы на дальнейший прорыв. И, собственно, у нас по решениям пока ничего нового нет. Они вот здесь вот откроются. Нам тактику Народного фронта надо следующим фокусом взять. Какие-то решения нам откроют. Надеюсь, что-нибудь приятное. Ну, а нас тут, видишь, пытаются понемножку уже локально выдавливать. Но мы просто будем ловить атаки. Я пока не собираюсь контратаковать. Пускай они друг с дружкой здесь страдают, бодаются, истощаются, а мы потом на все готовенькое придем. Так, из Касселя их можно выгнать. А, кстати, если мы отсюда их выгоним, это, скорее всего, будет уже финалочка. Так что давайте, ребятки, я в вас верю. Здесь они меня пробить не могут. Пытаются, конечно, вовсю, но нет. Все, Кассель сейчас возьмем. И капитуляция, прекрасно. Следом у нас остается только один противник, Черный фронт. 28 мая 1936 года на дворе. Включаем агрессивный план. Здесь уже как бы ждать, я думаю, нельзя. Здесь надо сразу же к Берлину дивизию отправлять. Давайте сейчас пропустим. Здесь тоже по побережью полетели. Ну и давайте вперед, вперед, вперед. У них наполовину уже уровень капитуляции есть, так как выходит, что вот эти земли-то их национальные, мы их взяли. Так что в какой-то степени у нас есть плюс со старта. Но нам все равно надо как можно быстрее сейчас среагировать, чтобы он не успел защиту выстроить. А то у него дивизия-то побольше, чем у нас. Хотя и промка у нас вроде лучше, но толку она вся поломана. Тут сколько промки не имеет, толку в этом вообще никакого. Так, ну все, он уже фронт выставляет, и очень неудобный. Ох. Эх, да уж. До Берлина мы сами, к сожалению, не добежали. Более того, по большей части мы, кстати, стоим в очень неудобных позициях. Так, ну здесь, по крайней мере, есть радость. В Мюнхен можно пробиться и вот так вот закрыть. Давай-ка. Ага. Не даешь. Но я все равно, надеюсь, успею. Да, успел. Прекрасно. Тут 4 дивизии мы с вами закрыли. Тактику Народного фронта получаем. И она нам сами дает... О, наконец-таки дивизия под Берлином даже. Подожди, серьезно? Давай, под Берлином дивизию получим. Хорош. Притом на место уже там, где дивизия есть. И еще одну дивизию под Берлином. Мы вас добавляем сюда, на фронт. Давай к Берлину.
Раз такое дело. Еще у нас есть возможность поднять несколько дивизий. Ну и сейчас, наверное, возьмем... Да, объединенное штабное командование. 2 генерала нам не помешают, да и бонусы тоже как бы не повредят. Поэтому берем их. Пока наполовину капитуляция. И, вау, посмотри, они серьезно... Они взяли Берлин? Вау. Я думал, вот эти дивизии их задержат, но нет. Это как-то странно работает. Выходит, то, что они заспавнились, они просто отрезали, как ты видишь, противника от снабжения нормального, и все. Я не то чтобы это ожидал, но раз это дают, и такая возможность есть, то хорошо. Воспользуемся ей. Так, здесь у нас машинки вообще врум-врум делают хороший. Кстати, вот здесь вот можно бы котел сделать под Поздамом. Давай попытаемся все-таки его реализовать. Отлично. Котел под Поздамом готов. Черный фронт еще жив-здоров. Вот здесь вот хороший прорывчик, но вот эти вот дивизии бы добить поскорее бы. И надеюсь, он меня... Да, здесь не прикроет, хотел бы я сказать. А нет, прикрывает. Ух, ну что ж, я надеюсь, ты успеешь. Ну да, на быстром перемещении он все-таки успел. А здесь он из котла выбрался. Да, все-таки вынужденную атаку лучше, пожалуй, не включать. А то ты просто теряешь возможность управления дивизиями, и это, конечно, сильно бьет по тебе же потом в итоге. Давай не так агрессивно, а то сейчас все дивизии потеряем, которые у нас есть. Отлично. Так, ну и что? Здесь у нас котел более-менее закрывается. Давайте попридержим их. Здесь под Берлином мы тоже стоим. И пока плацдарм есть, так что мы его, скорее всего, не потеряем. Здесь Штеттин можно забрать. А, уже нельзя забрать. Так, здесь можно котел сделать. Это, собственно говоря, надо сделать. Давай, Потсдам, держи. Отлично. Котел готов. Там его советы помогают. А, еще котел готов. Успеешь? Я не успел, к сожалению. Но хотя бы тут подровняем границы, а там, я думаю, советы справятся. Давай-ка на основной фронт войска возвращать. Здесь у нас котел завершен. Хорошая новость. Давайте 4 дивизии добьем. Ну давай тоже подсоби советом, раз хочешь. И под Берлином. Ух. Под Берлином, конечно, все не гладко. Давай-ка подсоби. Нельзя Берлин сдавать, нельзя. Ух, держим, хорош. Все-таки у них очень много войск. А у нас с вами политика не так уж и быстро копится, чтобы новых заиметь. 11:35, правда, по потерям, что неплохо, но все равно пока далеко не победа. И советы, что вы делаете? Советы, идите на фронт, пожалуйста, хватит острова забирать. Занимаются, я не знаю, чем на самом деле, острова просто забирают. Очень важное дело, знаете ли. Помочь разобраться с островами и не. Берлин, походу, падет. Слишком тяжелый там натиск. Я надеюсь, что они хотя бы здесь 2 дивизии смогут забрать. Так, генералы-добровольцы, отлично. У нас вроде как с опытом армии, со всем этим теперь будет получше. Дальше что? Партизанская тактика, загнанные в угол. Организацию, укрепления. Ну, это не то чтобы сильно важно. Здесь можем получить советников. Качественная пропагандистская работа. Давай. Нам все-таки политика не помешает. А демократическое ополчение. Еще одна дивизия на фронт отправляется. Давайте-ка. Вы нам тут не помешаете. Ну и мы продолжаем бои с переменным успехом. Ой, ну под Берлином, конечно, все ужасно. Мы, конечно, в контратаках с других направлений пытаемся идти, чтобы их отвлекать. Но что-то как-то Берлин вроде как падает. Нехотя, но так все ближе и ближе к падению. А здесь это, кстати, под Нюрнбергом-то давай котел сделаем еще один. Отлично. Броневички стоят, броневички просто стоят. Прекрасная новость. То есть здесь сейчас еще 3 дивизии. Вот так вот, видимо, по мелочи, но мы должны здесь одержать верх. И помоги, пожалуйста, в Берлине. Спасибо. Просто очень вовремя сюда сейчас пришел. Берлин сможем спасти. Ну и здесь тоже понемножку, кстати, противника отодвигаем. Сможем сейчас на 2 фронта его, скорее всего, разделить. Давай-ка. Да. Но единственное, у нас дивизии сейчас не хватит, нас могут прикрыть. Поэтому надо поаккуратнее сейчас себя вести. Все, здесь вот эти вот дивизии, получается, закрыты. План атаки им ставим. И у меня вопрос. А можем повысить кого-нибудь? Да. Вилли нами будет руководить. Он станет нашим фельдмаршалом. Неплохую добавку к атаке даст. А куда вы все уходите? Неужели Берлин оборонять вообще не надо? Серьезно? Мне не нужно? Я думал, нужно. Ну, ладно. У них, видимо, свои планы на этот мир. И свои взгляды. Так, здесь мы каким-то образом смогли дальше пробиться.
И по поводу капитуляции остается еще немало, на самом деле. То есть они, видимо, какие-то фокусы прокачивают, и у них уровень капитуляции. Да, лимит капитуляции плюс 25. Ух. Так-то мы, скорее всего, бы их раньше победили. Но тут, видишь, тебе лимитик подрос, и нет, не судьба такая. Они нас на севере начинают отодвигать потихонечку. Тоже плохая новость. Ну, хотя бы Берлин спасли. Здесь сейчас должны этот котел завершить. И давай, что ли, поотбираем территорию. Попробуем здесь как можно быстрее закрыть это добро. Давай, да, давай вперед. Давай вперед здесь. Здесь у нас что выходит? Опять же, с разных направлений атаковать. Да это зачем? Это неинтересно. Так, ну и на севере он... А, нет, все-таки идет в атаку. Надо его здесь задерживать все-таки. Берлином одна дивизия осталась. Да, не хватает дивизии очень сильно. И вот здесь вот, конечно, выглядит это весьма интересно. Он броневичками смог меня здесь остановить. Так, у нас там уже в Испании скоро все закончится, а мы тут продолжаем все бодаться. Ай, да уж. Котел все-таки. Стабилизации фронта уже нет. Но благо здесь мы вроде как стабилизировали ситуацию. Давайте здесь дивизию сейчас еще, надеюсь, разберетесь. Так, пропагандистская кампания готова. Вас сюда, на основной фронт. 20-37, ну то есть уже более-менее по армии выравниваемся. Ну и, наверное... О, открытое решение гражданской войны. Давай. Посмотрим вообще, что это нам даст. Эту дивизию мы, скорее всего, потеряем уже. Я бы хотел ее спасти, но шансы маловаты. И под Мюнхеном, конечно, сопротивление еще до сих пор оказывается крепкое. Нет, у меня даже нет возможности сейчас, скорее всего, контратаковать здесь только. И попытаться на контратаке здесь сыграть, не более. Так, ну и что мы с вами видим здесь? Он пытается выйти из котла, и у него это выходит, конечно же. Броневички просто бегут вообще вперед, несмотря на то, что вроде бы снабжение здесь должно быть уже маловато, но все-таки Мюнхен позволяет им держаться. И дивизию они нашу все-таки прикрыли. Ну ладно. Ничего с этим не поделаешь. Они одержали небольшую победу на севере, но мы зато на юге им за это отомстили весьма неплохо. И Берлин, вот ты серьезно, ты из Берлина атакуешь. И это, между прочим, даже не агрессивный план выполнения. Вот посмотришь такое, подумаешь, что они вообще делают, и не поймешь. Так, мастер наступления, давайте, атака. Значит, точно не повредит. Но Берлин мы, скорее всего, потеряем. Несмотря на то, что вроде бы хорошая ситуация, Берлин как бы можно было бы подмять, но нет. И давайте уже, пожалуйста, здесь. Просто пока они там отвлечены на юге, здесь вот под Берлином и во всех остальных местах ситуация, конечно, печальная. Успею, да, успел, конечно, этой дивизии. А ты не хочешь остановить атаку и подойти к Берлину? Давай-ка тоже. 3 дивизии в Берлине, их сейчас закотлят просто. Скорее всего, да. Ну а здесь бои продолжаются, он, видимо, план обороны раз за разом прожимает здесь, скорее всего. И до сих пор держится. Ох, кстати, смотри, какой прорывчик хороший. Но у нас тут машинки есть. Машинки могут сделать врум-врум. Отлично. Немножко его там заставляем нервничать. Ну и все, здесь уже советы. Подсобите, пожалуйста, 3-й дивизии добить как можно быстрее. Так, а что я могу здесь сделать машинками? Могу чуть вперед выдвинуться, могу здесь забрать территорию. Но это сильно на капитуляции не скажется. До Бреславу добраться надо бы, да? Дрезден тоже, кстати, здесь есть. Скорее всего, надо отступить тогда и в Дрезден попытаться пробиться. Так как из вариантов Мюнхен пал, отлично. И остается 10%. Совсем немножко, на самом деле. Совсем будет чуть-чуть сейчас. И одержать победу. Но что-то как-то прессинг на нас с вами пошел весьма такой жесткий. Хотя по армии мы сравнялись, уже хорошее дело. И ну нет, нет, вы все-таки успели закрыть их. Успели мои машинки закрыть. Но пехота в ответочку все-таки взяла контроль. Давайте сейчас с машинками попытаемся здесь вернуть контроль. Что мы здесь на севере видим? На севере пока держимся. А машинки у нас что-то как-то... Снабжения, видимо, нет, да? Ну да, они как-то очень плоховатенько себя ведут. Так, давайте в Бреславу их переведем. Дрезден мы тоже взяли, и остается 5%, кстати. Здесь мы сейчас делаем котел. Ну и получается, снабжением здесь Берлин вроде как снабжаться должен. По реке идет снабжение. То есть машинки-то должны двигаться. У нас нефть еще есть, так что давай вперед. Мы, получается, большую часть их войск сдерживаем, и... Да ты серьезно?
У них организация закончилась, они такие решили, не, в Бреславу мы не будем заходить, зачем? Все, победа, отлично. Фух, 2 октября 1936 года наш с вами Красный фронт победил. Думаю, можно и побыстрее все это добро закончить, но как вышло. Мы все-таки смогли. У нас борьба за лучшую Германию до сих пор есть, качественная пропагандистская кампания, объединенное штабное командование и страна в гражданке. Сейчас уберется. Я не взял загнанные в угол и не брал партизанскую тактику. Давайте посмотрим. Все, окончание гражданки, и у нас вообще войск не осталось. У нас все дивизии распустились. Спасибо. А нам хоть пехотку-то с них дали? Нет. Не дали, все-таки, ладно, хорошо. Хотя бы 14 тысяч пехотки почти в запасах есть. Нас убрали гражданку, остальные бонусы остались, загнанный в угол пропустился, ну и поддержку мирового сообщества. Теперь у нас следующий фокус — это поддержка настоящей революции. Будет открыто решение перестройки Германии и добавится новая Германия. Ну что ж, давайте докачаем этот фокус и потом посмотрим на следующий. В итоге просто полюбуйтесь количеством сломанных заводов, фабрик. Инфраструктура у нас просто Германия в огне, тут все разрушено. У нас сейчас от силы 20 заводов где-то работают, ну чуть побольше, ладно. А так, вся промка сейчас в упадке, и, честно говоря, переход в коммунистов выглядит удручающим делом, потому что мы стали очень и очень слабы. Получили с вами германскую Красную Армию, и решения на гражданок у нас нет. Видимо, все-таки, если во время гражданки выполнить, какие-то там решения будут, но нам уже от этого толку нет. У нас просто бонус навсегда к организации дивизий. Ну и прежде чем мы будем заниматься генералами, давайте-ка все-таки победу настоящей революции пропишем. Постепенно фронт стабилизируется, и наша победа становится очевидной. Скоро вся Германия окончательно и бесповоротно будет праздновать победу пролетарской революции. Странное описание, как будто бы мы почти победили, но не до конца, хотя требует фокус, что мы не в состоянии гражданки. В общем, все. Мы официально объявим всему миру, что мы победили и взяли власть в свои руки. И вот она, победа настоящей революции 5 января 1937 года. Теперь мы с вами Социалистическая Республика Германия. Нами все так же Эрнст Тельман правит, наш международный герой. 52% поддержки коммунистической партии. У нас тут термодификатор «Новая Германия» появился. Рост политики, скорость строительства, но минус поддержки, минус ставка. Добавок к этому у нас тут теперь решение о перестройке Германии. И мы можем стимулировать изменения в нашей стране, поддерживать демократов и увеличивать изменения уровня перестройки государства, либо же переосмыслять изменения, получать поддержку коммунизмов, но уменьшать изменения уровня перестройки. Этот уровень перестройки от 0 до 10 изменяется, и, как я посмотрел по фокусам, нам для той же самой пролетарской армии, где можно получить скорость 30 плюс 12, что весьма сочно, нам надо 10 единиц перестройки. То есть, видимо, перестройку нам все-таки надо повышать, она здесь будет по ряду фокусов изменяться и увеличиваться, в том числе, кстати, можно ликвидировать влияние армии и генералов убрать. Как раз тех, которых мы прокачивали. Не, этим мы вряд ли будем заниматься. А так у нас теперь неплохое древо, где мы можем как соединиться с советами, если они не уйдут из коммунизма, они, скорее всего, не уйдут. А следом потом еще и из Франции, из Польши, из Австрии, Чехословакии, Венгрии, Италии и Испании разобраться, сделав там везде коммунистическое правительство. Также прокачав свою промку, естественно, восстановив армию, а то у нас войск по сути-то и нет. Ну и часть оригинального немецкого древа нам тоже доступна. Но, как я понимаю, только вот эти вот фокусы мы не сможем сами по шахту пойти или 4-летнему плану. Ну и да, у нас есть небольшое древо также на перевооружение флота. Вот так вот за год мы сами с небольшим провели коммунистическую революцию в Германии. И теперь коммунистическая партия Германии, надеюсь, поведет страну к светлому будущему. Если вам зашла эта серия, вы хотите продолжения, то поддерживайте ролик своим лайком и комментом. Обязательно подписывайтесь на канал. И до скорых встреч в новом видео, где Германия понесет революцию в массы.